Здрасте, здрасте, с вами Даня Крастер, и сегодня я покажу вам, как сделать раскладной костер. Эта идея пришла ко мне во сне. А чтобы ее воплотить, необходимо дунуть. А чтобы не додуть или не передуть, нам нужен один небольшой девайс. А девайс этот выполнен в виде пазла, который еще и собрать надо. Достаем все эти пироги из упаковки, на двух фанерках лазером прорезаны детали, которые нам потребуется высвободить. Кроме всего прочего, оси, на которых крутятся эти шестеренки конструктора, сделаны из зубочисток. А я-то думал, это чтобы выглядеть клево, пока собираешь. Чё только не придумают. Детали, на удивление, легко вытаскиваются. В отличие от других конструкторов, которые мне попадались, собирая этот, я сказал «бля» только один раз, когда зубочистка впилась мне под ноготь. Также в инструкции было написано натереть шестеренки воском, но у меня они и так нормально крутились. А вот теперь можно проверить, с какой силой я могу дуть. А ты о чем подумал, наркоман чертов? После вдохновения можно переходить к изобретению раскладного костра. Как я уже сказал, идея пришла ко мне во сне, и я подумал, а почему нет? Если есть раскладные столы и стулья для пикника, так какого черта не взять с собой раскладной костер? Сделать его достаточно просто. Понадобится 3 бруска, примерно 30 см длиной, 2 гвоздя и коробка спичек. Сверлим отверстие по одной оси через 2 бруска. Далее отступаем расстояние, равное толщине бруска, и сверлимся через 2 смежных с предыдущим бруска. После чего пропыхиваем в отверстие гвозди, загибаем их, чтобы они не вылетели. Можно, конечно, использовать болты с гайками, но я подумал, что для одноразового запала покатит и гвозди. А вот так вот открывается хитро и стоит. После этого приматываем к одному из брусков пучок спичек на обычную, самую что ни на есть изоленту. Не синюю, правда, а на черную. Проворачиваем брусок со спичками и смотрим, в каком месте он чиркает об другой брусок. Именно туда и будем крепить черкаш. Черкаш с особой жестокостью отделяем от коробки спичек и приматываем на ту же изоленту. В принципе, на этом все. К гвоздю советую примотать какую-нибудь тряпь, промоченную маслом, для более быстрого и качественного разгорания. Теперь на эту основу можно подкладывать сухие веточки, там бутылки пластиковые, ногу пирата и всякое прочее, что там обычно на пикниках в костер кидают, не боясь, что он сложится. Такие вот пироги. А конструктор для измерения силы выдувания был предоставлен сайтом madrobots.com. Одним, на самом деле, из немногих, которые мне понравились. Это не просто набор дешманских гаджетов из Китая, а магазин, в котором есть достаточно крутые позиции, например, походный генератор электричества от костра и прочие, на которые у меня глаз упал. Советую заценить. С вами был Даня Крастер, пока.